Ну что, поехали. Скажем, потом покажу, что останется. Я, в общем-то, не вегетарианец, да, но я люблю овощи, фрукты. Вот, это рулет овощной, скажем так. Ну, то есть с брокколи, с морковочкой там и так далее. И поэтому как бы картошка сегодня особо не нужна. Внутри оказалась рыбка, то есть с овощами. Это сработала моя сигнализация, наклонился, что-то передавилось. Ну, скажем так, обед подошел к концу. Это оказался творог с ягодками, со свежими. Картошка, как я говорил, я оставил. И суп я не доел. Ну, скажем так, секретов раскрывать не буду, но скажу, что много можно рассуждать, но мало кто может показать. То есть это я, не кто-то другой. Поэтому надеюсь, что кому-то это будет полезно и нужно. Вот. Но это у нас обед. Еще будет чай, и потом еще будет ужин. Все я сегодня покажу. Я не стал показывать воду, но я покажу просто две этикетки, что это чай фенхель и ромашка. И что пусто. Ни сахара, ничего не было. Вот. Это был чай. Скоро будет ужин. И на ужин я покажу все-таки сначала то, что принесут, и то, что останется. Вот и пришел мой ужин. Я опять же для тех, кто понимает немецкий язык, снимаю. Ну и теперь уже покажу, что мне принесли. То есть мне принесли две кружки. Я в одну кружку положу 2 чая мятных. Это салат. Он как бы сделан немножко под немецким вариантом. Это салат просто с капустой и морковкой. И это у нас это фрукты, то есть яблоки и, так сказать, мандаринка, я смотрю, банан и помидор. Я помидор забираю и отложу в сторону, я его отнесу, положу в тумбочку. Я его скушаю, когда будет хороший обед, требуемый помидоров. Меня как бы устраивало 2 дня обеды. Были шикарными, и меня это устраивало. Вот и все. Ну и покажу, что останется. Понимающие скажут: а как это так? Ты с огурцами ешь. Это не огурцы, это кабачок. То есть я покажу, чтобы не было вопросов. То есть это кабачок, не огурец. Поэтому я спокойно съел помидоры и огурец. Потому что я не рекомендую и не рекомендовал есть помидоры с огурцами. Почему? Ну, почитайте, будете знать. Так как я решил сбросить лишнюю воду, добить жир, килограммы, то я кушаю салат из капусты с морковкой и зеленью. Ну там немножко, что положили на кухне, я не знаю. В прошлый раз была петрушка. Вот. И фруктовый салат я тоже съем. А этот салат я половину оставлю. Ну вот и все. Салат я половину не стал есть. Мандарины тоже оставил. А яблоки и ананасы я выбрал. Вот.
Банан оставлю с этим совсем перед сном. Он полезный на эту тему. Ну и все. Чай пью. И все. Надеюсь, мой пример в этом кинофильме более чем. Анализ моей крови каждый может посмотреть. То есть доктора довольны, потому что здесь доктора. И я доволен. Успехов! Сегодня опять завтрак. Вы можете понаблюдать дату. Здесь есть. То есть это не вчерашний завтрак, это сегодняшний. То же самое, что и вчера. Нектарин, чай, вода. Ни сахара, ни сладости, ничего нету. И собственной персоной. То есть я добился того, чего хотел. Я теперь как бы остановлю, поменяю диету. Так называемую диету. Да, я просто другой набор продуктов буду пробовать есть и так далее. Ну, больница есть больница. Поэтому опять сработала сигнализация. Ну, состояние не очень хорошее. Вот. Ладно, это все мелочи. Ну что, я думаю, такой пример нагляден и очень убедителен. Тем более в таком варианте, в таком кабинете. Да, извините, кровать не убрана. Я отсоединен, то есть уже как бы в варианте мне как есть. Сегодня второй день, когда мне не ахти, то есть срабатывает постоянно сигнализация. Хотя и кровь жидкая там и так далее. Не знаю, что-то случилось. Не буду врать, не знаю, думаю пока. Я немножко забыл одну вещь. То есть вот чай, все стоит. Я выпью, скушаю нектарин с чаем, а потом в эту кружку насыплю немного вот до сих пор сушеных диких абрикос. Вот. И как бы залью водой. Они настоятся, станут мягкими. И где-то часа в 3 дня я их съем. Тот, кто не понимает, о чем я говорю, значит, смысл такой, что если насыпать больше и скушать больше, абрикосы имеют эффект слабительный. То бишь чистится так же, выходит все, что съели, так же. Гораздо лучше, чем, скажем, с клизмой или прокшаланой. Но прокшалана — это, конечно, круто, это, конечно, хорошо, но это только, я считаю, для людей, которые подготовлены, знают и понимают, что делают. Вот, чтобы не было вреда и тому подобное. Потому что мы не йоги, и вначале надо все это изучить. Я все время говорю, надо изучить, надо знать. Услышьте меня, те, кому надо. Сердце работает, конечно, достаточно громко, как сверчок. Точнее, не сердце, а насос. Ну ладно, успехов. Главное, так сказать, достижение цели, но правильным способом и путем. Лечебное голодание — это лучше, чем просто голодание глупое, доказательное там и так далее. Сегодня ем, сегодня пью, потом голодаю, потом выхожу на бульоне там или на ухе. Это очень нехорошо, поверьте мне. Все эксперименты кончаются вот в такой палате. То есть все эксперименты, которые, допустим, плюс восприимчивость к чужим бедам, как у меня, допустим, да, вот она приводит именно к таким вариантам. Ладно, всем пока. В связи с тем, что у меня минеральная вода, ну, слабо минеральная, и абрикосы вот уже всплыли и шипят, а некоторым часам минералка, так сказать, обезгазится и будет нормальный вариант напитка и еды, скажем так. Ну, там некоторые на дне лежат. Ну, пробуйте, это не вредно. Дорогие мои голодальщики,
Я думаю, такой пример из центра трансплантации сердца в Германии, в одном из лучших центров. Я ссылочку могу, в принципе, оставить. Ну, надеюсь, что кто-то что-то напишет, я тогда отвечу. Я думаю, такой конкретный пример питания лечебного голодания. То есть просто себя поддерживать или приводить в порядок посредством правильного питания. Думаю, подвигнуть людей на то, чтобы делать подобное. Изучать, но не голодать с бухты-барахты. Или как в Фейсбуке я начитался так, что перестал туда даже заходить. Всего хорошего, здоровья, не переживайте, правильно питайтесь, и все будет отлично. Успехов вам! Ой, как вовремя и как приятно по-немецки. Даже открытка. Пришли мои абрикосы. Еще раз. То есть я досыплю чуть-чуть, потому как было очень мало. Хорошо. Не могу не похвалить поваров в клинике. Я разрезал, попробовал. Это рыба и овощи. Конкретно. Вкусно. Ну что мне сказать про сегодняшний обед? Фрукты и молочный кисель сверху. Я не пробую, но вижу, что или малина, или вишня. Суп овощной. Не на мясном буле, ничего. Типа голубец, не знаю с чем. Картошка и подлива такая, ну, типа с грибами. Сфотографирую, буду есть. Сфотографирую потом, как разрезал. Я думаю, немного таких примеров, которые я привел на собственном варианте, есть в интернете. И думаю, что все сделают правильный вывод, все поймут, кто хочет это делать правильно, и будут довольны результатом. Результат был такой: 106,7, а на сегодняшний день 93,5. То есть без ущерба для здоровья, питаясь. Ну, правда, я пил много воды, до 3 литров, с соками вместе, с чаем. Грубо говоря, это маленькая подсказка. И медикаменты, не забудьте, медикаменты. Я тоже их сейчас поставлю. Думаю, очень наглядно. Есть два. Я напоминаю в этом кино именно тем людям, которые ищут решений, что прошло 3 года, 7 месяцев и 6 дней с момента операции, когда мне сделали трансплантацию сердца. И я возвращаюсь в свои пенаты, то есть в свой вес, в свою форму и так далее. То есть кушать можно правильно, и это правильное кушание называется лечебное голодание. Спасибо за просмотры и за подписки.